Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня пятница, 14 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Хамас согласились освободить 3 израильских заложников в ближайшую субботу, как это и было предусмотрено в соглашении о прекращении огня. Неназванный израильский чиновник сообщает, что нам не следует ожидать, что Хамас освободят дополнительных заложников ни в субботу, ни в ближайшие дни, поскольку это не предусмотрено соглашением. Цитирую. «Мы заставили Хамас согласиться освободить 3 заложников в субботу, после того, как они ранее угрожали не освобождать никого из них». Сегодня же в пятницу Хамас направит имена 3 заложников, которые будут освобождены в ближайшую субботу. Напомню, что Израиль через посредников пытается оказать давление на Хамас, чтобы тот освободил в ближайшие дни остальных 6 живых заложников, которые должны были быть освобождены в соответствии с текущей первой фазой соглашения. То есть раньше графика, согласно которому они будут освобождены по 3 за раз еще 22 февраля и 1 марта. Израиль настаивает на их скорейшем освобождении с тех пор, как в прошлую субботу Эли Шараби, Орлеви и Охад Бен-Ами были освобождены в истощенном состоянии. Попытки Израиля включить больше живых заложников в категорию гуманитарных и таким образом освободить их на текущем первом этапе сделки, а не на втором, Хамас не поддержали и заявили посредникам, что не готовы обсуждать эту идею. Посредники призывают Израиль начать серьезные переговоры по второй фазе сделки, предупреждая, что если этого не произойдет, остальная часть первой фазы может оказаться под угрозой. Новости на Радио Мария. Армия обороны Израиля подтвердила, что некоторое время назад нанесла авиаудары по Южному Ливану, добавив, что их целью были объекты Хизбаллы. По словам военных, объекты, подвергшиеся ударам истребителей, использовались Хизбаллой для хранения боеприпасов и представляли угрозу армии обороны Израиля. По данным ЦАЛЯ, деятельность Хизбаллы на этих объектах является грубым нарушением договоренности между Израилем и Ливаном. В это же время сторонники Хизбаллы перекрыли дорогу к аэропорту Бейрута и жгли покрышки в знак протеста против решения, запрещающего 2 иранским самолетам приземлиться в ливанской столице, сообщают государственные СМИ и представители аэропорта. Цитирую. «Молодые люди подожгли покрышки перед входом в аэропорт, подняв плакаты в поддержку бывшего генерального секретаря Хизбаллы Хасана Насраллы», сообщает Национальное информационное агентство Ливана. Некоторые молодые люди поднимали флаги Хизбаллы, держали фотографии Насраллы, а также ликвидированного иранского командующего силами Кудс-Ксир Касема Сулеймани. На место происшествия была отправлена ливанская армия. Судя по всему, гнев протестующих направлен на ливанское правительство и руководство аэропорта за то, что они якобы поддались давлению Израиля и потребовали отменить рейс из Ирана. Добавлю, что днем ранее армия обороны Израиля заявила, что иранские силы Кудс в последние недели использовали гражданские рейсы для перевозки наличных денег террористической группировки Хизбалла в Ливане. Все это происходило через международный аэропорт Бейрута. Тем временем десятки граждан Ливана застряли в международном аэропорту Тегерана после того, как ливанские авиационные власти уведомили иранскую авиакомпанию о том, что рейсу в Бейрут не будет разрешено совершить посадку. بنناشد دولة الرئيس تنتبه بره ده هو عملنا كلنا يتحرك وينزل اللبنانية هولي أهل الضاحية أهل الجنوب أهل معلبة.
Администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что поддерживает сохранение Цаля на 5 стратегических позициях на юге Ливана после крайнего срока вывода войск 18 февраля, цитирую. Соединенные Штаты считают, что у президента Ливана Джозефа Ауна есть уникальная возможность вывести Ливан из-под власти Хизбаллы и Ирана, и мы считаем, что у президента Ауна есть полномочия сделать это. Первым испытанием этого станет то, будут ли ливанские вооруженные силы на самом деле выполнять положение соглашения о прекращении огня, подписанного Ливаном в ноябре 2024 года, чтобы противостоять попыткам Хизбаллы вновь заявить о себе, прокомментировали в администрации президента США. Новости на радио Нария. В это же время Министерство финансов США вводит санкции в отношении главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в связи с его решением выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта. В соответствии с санкциями все активы Хана в США заморожены. Ему будет запрещен въезд в страну. Главные новости Израиля. Семья заложника Хамас Сегива Кальфона, которому 27 лет, получила сообщение, что он жив. Информация была получена от заложника, освобожденного палестинской группировкой в прошлую субботу. Кальфон из Димоны был похищен из музыкального фестиваля 7 октября 2023 года. Он не входит в число заложников, которых планируется освободить в рамках продолжающейся первой фазы прекращения огня. Добавлю, что за последние дни стало известно, что по меньшей мере 11 заложников живы, поскольку недавно освобожденные пленники предоставили информацию. Новости на радио Нария. Десятки американских еврейских знаменитостей и деятелей искусства, а также сотни раввинов разместили полностраничную рекламу в The New York Times, выступая против, цитирую, этнических чисток в секторе Газа. Реклама является ответом на призывы президента США Дональда Трампа окончательно переселить все население Газы, предложение которое Трамп неоднократно выдвигал с момента вступления в должность в прошлом месяце. Краткий текст объявления гласит: Трамп призвал к высылке всех палестинцев из Газы. Еврейский народ говорит «нет» этническим чисткам. Это была цитата. Добавлю, что с тех пор, как Трамп впервые предложил идею с переселением, ряд либеральных еврейских групп выступили против этого плана. Предложения Трампа вызвали резкую негативную реакцию во всем мире и некоторый скептицизм внутри его партии. Между тем, правые еврейские группы, а также израильское правительство приветствовали идею Трампа. Граждане Израиля в прошлый вечер вышли на акцию протеста перед домами членов коалиции правительства Биньямина Нетаньяху, требуя полной реализации соглашения с Хамас о заложниках и прекращения огня. Протестующие заявили, цитирую, «Ваш моральный и общественный долг – действовать, чтобы освободить наших братьев». Конец цитаты. Протестующие зачитали имена похищенных. Телеграм-каналы Израиля комментируют протесты и сообщают, что якобы за участие в этой акции некоторые получили финансовое вознаграждение. Если ранее сумма была 60 шекелей в час за акцию протеста, то сейчас за стояние в холод и под дождем ночью можно получить до 100 шекелей в час, пишут телеграм-каналы еврейского государства. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович требует, чтобы камень из святыни Иерусалима, в настоящее время выставленный на выставке в аэропорту Бен-Гуриона, был возвращен на свое первоначальное место. Цитирую.
Камни стены плача священны, и при всем желании продемонстрировать еврейскую историю и наследие Израиля, камни стены плача не должны быть перемещены для этой цели, пишет Рабинович в письме, адресованном генеральному директору Министерства наследия и директору Израильского управления древностей. Напомню, что Министерство наследия совместно с управлением аэропортов организовали выставку «Вечность Израиля». Рабинович завершает свое письмо просьбой забрать камень из аэропорта и немедленно вернуть его в район стены плача. Освобожденный заложник Охад Бен-Ami получает восторженный прием от местных школьников, когда он прибывает в квартиру, которую его семья сняла в Тель-Авиве вскоре после того, как его выписали из больницы. Напомню, что Бен-Ami был похищен из своего дома в кибуце Беэри 7 октября 2023 года. В прошлую субботу он был освобожден Хамас. На видео видно, как дети протягивают руки через забор, окружающий школу, чтобы пожать ему руку. Вокруг него же собираются и много школьников. Как это было? Давайте посмотрим. Итак, напомню, что завтра в субботу Хамас должен освободить 3 живых заложников. Это подтверждают в правительстве Израиля. В противном случае прекращение огня в секторе Газа будет прекращено. Цитирую: «Если 3 похищенных не будут освобождены, если Хамас не вернет наших заложников к 12 часам дня субботы, режим прекращения огня закончится». Конец цитаты. Новости на радио Нария. Полиция Израиля обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего Юрия Кирцидели. Он из севера Израиля. Приметы пропавшего: худощавое телосложение, светлые волосы. В последний раз его видели в Маале-Адумим. Возраст и точное место жительства пропавшего не сообщается. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего Юрия Кирцидели, просят позвонить в полицию Израиля по номеру 100 или же в полицейский участок по телефону 04 602 94 44. Сбор средств для бывшего заложника Эли Шараби, освобожденного группировкой Хамас в прошлую субботу, собрал $308 тысяч за несколько часов от более чем 6 тысяч частных благотворителей. Шараби, который был заметно истощен после освобождения, был похищен из своего дома в кибуце Беэри во время нападения Хамас 7 октября 2023 года. Такой подарок Эли Шараби получил вчера, в день своего дня рождения. Эли Шараби исполнилось 53 года. Напомню, что только после освобождения из плена Шараби узнал, что его жена и 2 дочерей 16 и 13 лет не выжили во время нападения. Его брат Йоси, которого похитили вместе с ним, пал в плену у Хамас. Мы с друзьями Эли думали о том, что мы можем сделать, чтобы помочь ему, рассказала подруга Шараби, которая и организовала онлайн-сбор средств. В этой стране есть удивительные люди. Эли осознает масштаб поддержки, которую он получает, и он потрясен тем, что видит. Он не понимает, за что получает эту любовь. Мы сказали ему, что думали, что они его сломают, а он ответил: у них не было шансов. Но сейчас он грустит, и ему понадобится время, чтобы прийти в себя. Но он сильный человек. С днем рождения, Эли Шараби. Новости на радио Нария.
Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Следите в режиме реального времени за тем, что происходит в еврейском государстве. Также вы можете отсканировать QR-код на ваших экранах, если смотрите нас по телевизору. Так вы оперативно попадете в наш телеграм-канал. Главные новости Израиля. В очередной раз напоминаем, что появился фейковый канал новостей Израиля. Канал постоянно распространяет ложь и использует обложки видео, которые идентичны обложкам «Радио Нария». Но есть одно отличие. На фейковом канале на обложке видео не написано, что это «Радио Нария». Обратите внимание, на оригинальном канале «Радио Нария» на обложке видео в левом углу указано, что это «Радио Нария». Также и наш канал называется «Радио Нария». Не смотрите фейки и ложь. Ну а если вы хотите поддержать Радио Нария, сделать это очень просто. Подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Чтобы стать спонсором Радио Нария, нажмите на кнопку «Стать спонсором» сразу после окончания прямого эфира. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже в воскресенье, 16 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. Шаббат шалом и до встречи.